Посмотрите, какую прелесть я сегодня сделал. Пожарил картошку по-деревенски с салом и с яйцами. Просто, но вкусно. Если хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу сегодня. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня обычный день, четверг, и я решил просто поджарить картошку. Я жарил картошку с грибами, с бейконом. Ну а сегодня я хочу поджарить с яйцом. Начну жарить я на сале, брошу картошку, лук. И в самом конце уже яйцо. И, конечно же, в конце я буду посыпать петрушкой и укропом. Чтобы времени не терять, давайте пойдем и будем готовить. Я возьму вот такую сковородку. Это моя любимая сковородка. Люблю на ней жарить. У меня здесь кусочек сала. Сейчас этот кусочек сала как следует на кубики порежем и бросим на сковородку. И включим огонь, и пускай потихоньку начинает жариться и выпускать жир. А этим временем я быстро порежу картошку. У нас так сало не продается, а только продается в специализированном магазине. В данном случае я хожу в магазин, где хозяин магазина турок. Так он привозит продукты с Восточной Европы и с Турции. Конечно, по сравнению с обычными магазинами там немножко дороговато, но так как хочется что-то такое свойское, я хожу в тот магазин и покупаю там продукты. Там можно их купить и сало, и копченые колбасы, и просто копчености. Можно купить и кефиры, творог, и даже продаются пельмени. Так что... И там же я покупаю еще, ну, вы, может быть, будете смеяться, я покупаю там квас. Литовский квас там продают. Так, это мы сюда. Включаем газ на маленький. И пускай потихонечку начинает это жариться. А тем временем я взял картошку. Картошку я уже почистил, посмотрите. Сейчас я ее порежу и туда же на сковородку. У нас сегодня только 2 человека ужинают. Все заняты и никого дома нету. Но я решил побольше поджарить. Кто его знает, может кто-то придет с аппетитом и тоже немножко покушает. Ну, кто-то, если придет, но они придут очень поздно вечером. Так что... А я сейчас пока поджарю картошку, и как раз к этому времени мой младший сын придет со школы. Так, сейчас начну кидать потихонечку, пускай начинает подогреваться и жариться. Картошку я солю всегда в последнюю очередь, потому что соль будет давать влагу, и картошка вместо жариться, она будет париться и вариться и тушиться. А уже к концу, когда все это поджарится, я добавлю немножко соли. Соли, конечно, по вкусу. И добавлю, конечно же, перец молотый. Если получится так, что мне надо будет немножко еще жира туда, если все это прожарится очень быстро, то я добавлю растительного масла.
Так. Еще раз хочу повториться, я уже говорил много-много раз. Я не профессиональный повар, я самоучка. Да, я работал в свое время в ресторане, но там меня в ресторане научили основам, как готовить овощи и как готовить сладкие блюда. А так специального у меня образования нету. Все, что я учусь или делаю, это то, что я научился годами. Или еще учусь, смотря YouTube или читаю книжки. А дома пытаюсь готовить продуктами то, что у меня дома и под рукою. Потому что я знаю, что жизнь везде дорогая. Конечно, кушать хочется, мы покупаем, но все равно пытаемся покупать продукты, то, что имеют хорошие скидки, или то, что можно купить. Потому что, да, я иногда могу себе позволить красную рыбу, и могу и позволить себе икру. Я же каждый день это кушать не буду, так что так. Перемешаем, потому что внизу там уже картошка начала жариться, пока я добавлял все. Таким образом. А теперь я порежу лук. Я решил взять 2 луковицы сегодня. Они среднего размера, вот такого размера. Итак, все я теперь порезал. Лук пойдет теперь на сковородку тоже. Больше мне нарезать ничего не надо, кроме зелени. Сейчас я зелень быстро нарежу и на тарелочку положим, и в конце мы это добавим. Из зелени я буду пользоваться петрушкой и укропом. Я уже говорил много-много раз, у меня укроп растет дома. Вот такой у меня укроп красивый. Сейчас стебли я уберу. Так. Также помимо укропа у меня дома я выращиваю петрушку тоже. Вот такой-то красивый. Так что этого мне достаточно потом сверху покрышить. Да, у нас можно купить свежий зеленый лук, укроп и петрушку и кориандр. Все зелень можно купить в магазине. Но вы знаете, иногда хочется что-то свое. И тем более, это я все выращиваю здесь на кухне, и она какую-то зелень дает, какую-то радость дает тоже на кухне. Как заместо цветов у меня здесь все растет. Так, зелень я порезал. Сейчас я переложу в маленькую тарелочку. И в конце мы добавим. Вот так. И также у меня здесь уже приготовлены 4 яйца, что я потом кину туда картошки позже. Так что давайте теперь ждать, пока у нас картошка потихонечку жарится. В этот момент, я думаю, что можно и поперчить.
Я буду пользоваться молотым перцем. Иногда свежемолотый перец дает больше запаха и арома лучше, чем уже примолотый перец. Так, я думаю, достаточно теперь. Так. Перемешаем. И пускай потихонечку теперь все у нас жарится. Итак, наша картошка жарится. Я ее уже накрыл. Посмотрите, какая красавица у нас картошка эта. Сейчас мы еще раз помешаем. И подсолим. Как мы подсолим картошку, сразу же мы ее опять накроем. И пускай у нас это немножко доходит. Вот так. Я много солить не буду, потому что, если надо, каждый может досаливать. Потому что у каждого здесь вкусы разные у нас. Вот таким образом все еще перемешаю. Накрою. И пускай потихонечку еще поджаривается. Итак, пора посмотреть нашу картошку теперь. Какая красавица. Очень хорошо. Мне все нравится здесь. Сейчас попробуем немножко на вкус, на соль, то, что я посолил давеча. Картошка вкусная. Поставить на стол соленый огуречек, еще самогоночки или водочки, и было бы вообще прекрасно. Как по-деревенски. Так, теперь мы добавим яйца. Очень. Как в деревне. Простые. Сало, картошка и яйца. То, что нам надо. А теперь все это я перемешаю. Накрою на пару минут. И ужин готов. Только осталось нам посыпать немножко зеленью. Так. На пару минут накроем теперь. Итак, 2 минуты прошло. Очень прекрасно. Теперь я выключаю газ. И посмотрите, какая прелесть получилась у меня. Итак, посмотрите еще раз. Я своим результатом доволен. Запах вкусный. Теперь мы еще порежем туда соленый огурчик, или свежий огурчик, или помидорчик, какой-нибудь салатик, и подадим на стол. Ох, как классно. Итак, посмотрев на сегодняшнее видео, надеюсь, что вы получили какую-то идею. Что-то такое вкусненькое. Я знаю, я сделал уже картошку с грибами, с бейконом, а сегодня с яйцами. По-простому, по-деревенски. Пожарили на сале. Я не добавлял никакого масла, только сало. И потом сало, картошка, яйца, соль, лук и перец. Больше ничего. Зато вкусно. Просто и вкусно. А на этой вкусной ноте хотел бы с вами попрощаться. Я надеюсь, что я вам сегодня какую-то идею дал. И самое главное, не болейте, берегите себя, берегите друг друга. И всем-всем мирного неба. Приятного аппетита. Пока-пока.